Всем привет, ребята, и это снова я. И сегодня я бы хотела записать такое видео, ответы на вопросы, которые мне задавали в комментариях в Инстаграме. И все, в принципе, так что отвечу на ваши вопросы, хоть их и не так уж и много, но все же, что задали, то задали. Это хорошо. И сори за то, что у меня мокрая голова, потому что мне скоро выходить, и я хотела снять видео. Так что вот. Сейчас я зайду. Так, вот. Первый вопрос. Топ-5 любимых животных. Первое, это 100% лошади. Обожаю лошадей. Лошади — это очень классно. Второе, это, наверное, собаки. Потом кошки. У меня вообще дома беременная кошка и 2 кота. Вот. Также у меня очень было много грызунов. Четвертое, это, наверное, киты. Не знаю почему, но мне нравились эти животные. И пятое пусть будет кролики. У меня, кстати, было 2 декоративных кролика. И они очень классные. Особенно, когда их выпускаешь, они бегают по квартире. Это очень-очень мило. Ты с ними играешься. Вот. Какие у тебя отношения с одноклассниками? Это следующий вопрос. Отношения с одноклассниками у меня хорошие, отличные. Мы, правда, редко очень общаемся именно так, чтобы отдельно от школы. Общаемся, но как бы не так часто. Ой, паук ползет, класс. Он решил сняться на видео. Ладно. Приближайся ко мне. Окей. Не так, что мы встречаемся часто, гуляем, но в школе мы отлично общаемся. Вот. Следующий вопрос. Какие у тебя твои самые любимые певицы? У меня нет определенных любимых певиц. Я слушаю любую музыку по настроению. Не знаю, если прям название, наверное, Майли Сайрус, Тейлор Момсон, Ханна Монтана. Вот. Дальше, следующий вопрос. Дружила, общалась ли ты с кем-то во время анорексии? Я хочу сделать про анорексию, которая у меня была, отдельное видео и рассказать историю похудения и к чему это привело, и как из этого вылезла я. Скажу, я мало общалась, я все время как-то была в себе, в стороне от всех других, потому что другие это были вообще как для меня отстой, общество, ужас. Люди плохие, не такие, как я, они меня не понимают. Ужасные люди. Я с ними особо не общалась. Со мной общалась одна девочка, в реальной в школе общалась со мной одна девочка. Она общалась из-за того, что, в принципе, она хотела похудеть и удивлялась, какая у меня сила воли, почему я так долго не ем, а она не может. Поэтому общались. А так в интернете там, я не считаю это общением, которое было нормальное общение. Дальше вопрос. Любимая книга. Я обожаю просто Стивена Кинга. Это мой самый любимый писатель. И, конечно же, любимая книга его — это «Кладбище домашних животных». Мне она очень понравилась по сюжету. Не знаю, я эфир посмотрела, мне очень нравится. Также я читала много его других книг, и мне тоже нравится, но не знаю, почему именно это самое любимое. Также очень нравится писатель Харуки Мураками. У него тоже очень хорошие произведения, они мне очень нравятся. И также Артур Конан Дойл. В общем, разные есть писатели, которые мне очень нравятся. Также я сейчас читаю
Патрика Несса. Это 3 книги его Поступ Хауса, то есть первая книга Поступ Хауса, вторая это Вопросы и ответы, и третья, которую я сейчас дочитываю, это Война Хауса. Вот, она мне лежит на столе просто. Вот, и мне очень нравится, это интересно очень читать, там про девочку и мальчика. В общем, не буду рассказывать сюжет, потому что я это особо не умею делать. Дальше, следующий вопрос. Хочешь висок побрить? Нет, не хотела бы. Я просто хочу светлее волосы и все. Сейчас у меня уже отрастают, кстати, мои корни темные, так что мне надо уж подкрашиваться. Вот такие дела. Вот так. Ничего больше нет, висок нет. Сколько бы ты хотела детей в будущем и как бы их назвала? Наверное, 2 детей, как банальные, как в моей семье, девочку и мальчика, брат и я, в принципе, в семье. Вот. И я бы назвала девочку Алиса, так как я очень давно хотела с самого детства назвать свою дочь Алисой. А мальчика в детстве я хотела называть Лёва. Или, может быть, как-нибудь банально по-другому. Не знаю даже, Алиса и Лёва, пусть так. Следующий вопрос, это ты хочешь замуж? Я как бы сейчас об этом не задумываюсь. Это рановато. Хочешь летать на Луну и поставить там флаг? Да, хотела бы. Я все время в детстве с папой смотрела канал Discovery, и там рассказывали когда про космос. Это все мне очень было интересно, про конец света, кометы, эти все метеориты. Очень интересно мне было всегда что да как. Не знаю. Мне всегда это притягивало, это интересно. И было бы круто, если бы можно было летать так на планеты и путешествовать не только по Земле планете, а по другим планетам. Если бы такое возможно было, конечно. Хочешь пешком пройти от одного города до другого? Да, очень хочу пройти. Я прошла по Москве, которой очень много у меня там знакомых есть, и Краснодару. Привет, Катя. Вот. Топ-5 самых любимых продуктов. Не знаю, даже, наверное, это чай считается продуктом. Пусть будет чай, творог, не знаю, сухофрукты. Так, что еще? Всякие, не знаю, зеленые овощи, пусть будет сладкое, наверное, это шоколад и, не знаю, сгущенка. Вот. Любимый фильм. Особо любимого фильма нет. Мультик, если только это «Русалочка» и «Каролина из страны кошмаров». Вот. Куда бы ты хотела поехать? Я бы хотела поехать в Питер. Очень хочу поехать в Питер, потому что он мне очень нравится. Москва, Краснодар. Также бы хотела поехать за границу. Очень бы хотела в Болгарию. Очень бы хотела в Флориду. В Америку. Это, естественно, не знаю, Лос-Анджелес. Вот. Расскажи про литературу, которую ты читаешь. Любимая, вдохновляющая цитаты, любимые и часто посещаемые сайты. Про литературу я особо из литературы, честно, не люблю. Я люблю киса. Я люблю фантастику читать. Из литературы это как-то... Лермонтов, не знаю. В общем, школьного много литературы, стыдно. Вот так. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Вот, да. Вдохновляющая. Меня особо литература не вдохновляет. Если только я читала некоторые какие-то книги из английской литературы, скорее всего, это они вдохновляющие, я не думаю, что это кому-то интересно, потому что не могу читать книги на английском, я особо не могу, но я пользовалась переводом, естественно, читала все. Любимые и часто посещаемые сайты. Я не знаю, как соцсеть, Инстаграм, логично, наверное.
Паук, кстати, уже у меня вот тут ползает, который, по-моему, сплел паутину. Здорово. У меня появился друг. Ну, Инстаграм, ВКонтакте, не знаю, YouTube, естественно. Вот. Не знаю еще. Ну, самые обычные соцсети, сайты. Может быть, какие-то сайты с готовкой. Вот. Особо каких-то определенных сайтов любимых нет, потому что я только так сижу за этим всем. Наверное, Яндекс и Google. А какой самый позорный сон тебе снился? Не знаю, наверное, когда я во сне целовалась с девочкой. Не знаю. Я особо сны не запоминаю, вообще не помню почти все сны, и мне они очень редко снятся. Не знаю почему, но сплю я как убитая. Очень редко, что мне приснится сон какой-то. Вот. И последний вопрос. Были ли у тебя в жизни мистические случаи? Мистические случаи, да, было. Ну, это связано с тем еще, что моя мама немного, у нее работа такая, связана как раз с мистическими случаями, но я не буду все это рассказывать. Если, конечно, интересно кому-то, я могу рассказать. Очень было много мистических всяких случаев, и дома, и на улице даже. И, например, у меня в доме как-то был свист, просто сидишь, и тебя начинается в доме свистеть. Это очень весело. Стуки в окно, в двери. Ну, то есть не кто-то просто подбежал, постучал, а нет, это действительно просто стук и все. Вот. Ну, не знаю, обычные такие вещи, но мистические. Может быть, даже с такими со мной не случались, но не думаю, что свист прям случался с каждым. Ну, и это были все вопросы. Надеюсь, вам понравилось это видео и прошлое видео. Если так, то пишите ваши комментарии с критикой, что исправить, что не так, может быть, что-то поменять. Ну, естественно, будет меняться в зависимости от снимания видео. Я надеюсь улучшить качество, контент и вообще все в дальнейшем, если получится, опять же, если будет аудитория с нормальной критикой. Вот. И так что пишите комментарии и можете задавать еще какие-то вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. И всем удачи и пока!